Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо, открыли это видео. Таро расклад. Что прояснится в вашей жизни? Какие дороги откроются перед вами в ближайшее время? И, конечно, ближайшее время оно может быть разным. У кого-то это может быть как буквально со дня на день. Может быть, как триггер в добром смысле получения какой-то новости или ваше важное решение. Но у кого-то это еще какой-то путь вам нужно пройти. Ну вот поэтому мы выполним сигнификацию в целом, узнаем, кто пришел сегодня на расклад и кому сегодня карты откроют тайны, секреты, мои дорогие, какие же дороги откроются перед вами. Но кто вы, что в вашей жизни происходит сейчас? Раз вопрос первый, что прояснится, значит есть что прояснять. Прояснить, может быть, какую-то тему у кого-то будет связано с финансами, может быть, да, как вам поступить. Может быть, это уже пажи вестники. Какая-то новость вас посетила, будем говорить, или конкретную бумагу вы получили. Что-то вам нужно осуществить. У кого-то это будет сопряжено, ну, точно, и с личной жизнью, но и, видимо, аркан императрица. У нас сегодня императрица, мои дорогие девочки, мужчины, тоже может о вас говорить эта карта, когда вы чувствительный человек. И я знаю, что на моем канале есть мужчины, которые сами детей воспитывают. Может быть, это вы, как раз и мама, и папа, все в одном лице. Ваша забота, забота о детях. Или, может быть, мужчина, у вас была когда-то семья, да, дети есть. Есть и какая-то история личной жизни. Та женщина, о которой вы думаете, и какие дороги откроются. Может быть, вы открыли это видео, чтобы узнать, а вообще суждено ли продолжение наших отношений. Вот это я тоже не исключаю. Но девочки, скорее всего, даже при всем желании наладить, например, личную жизнь, а кто-то уже открыл семейный, или пусть семьи, ну, она когда-то была, да, а потом либо по каким-то причинам распалась, расстались, тысячу причин, мы сейчас об этом не говорим, но есть дети, и пусть дети даже взрослые. Может быть, это понятно, каждый желает своему ребенку самого лучшего и, ну, чтобы устроился хорошо в жизни, да, как мы говорим, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. Нет, тут какая-то история взаимоотношений, хотя, если деньги прозвучали, король пентаклей, решение все же денежного вопроса я тут не исключаю. Тут либо личная жизнь и финансы. Ну вот, наверное, все то, что по Венере, правда, проходит. Как или каким-то образом это все переплелось воедино. Может быть, для осуществления вашего плана как раз и необходимы финансовые ресурсы. Может быть, есть на сегодняшний день конкретный человек, на которого вы надеетесь, или вам что-то было обещано. Возможно, есть какая-то и взаимосвязь, контакты явно сейчас с кем-то у вас присутствует. Или, может быть, есть переписка. Вот я, кстати, такого тоже не отрицаю. Или недавно совсем, да, может быть, состоялся какой-то важный разговор. А что еще? Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Тут вам человек мог предложить или что-то такое сказать, что могло выглядеть как предложение, но для вас это было неожиданно. И кто-то открыл это видео именно потому, что вы думаете, а стоит мне это факт. Вы о чем-то думаете. Стоит мне это предложение принимать или нет? Ну, давайте посмотрим еще. Пусть пару слов, история отношений или история вопроса. Вот интересно. Пусть не в этой колоде, но иногда карта мага будет соответствовать знакам зодиака. Либо это близнецы, либо дева. Ну, я должна сказать, конечно, не привязываемся астрологически, да, ну, потому что в некоторых колодах прописан в одном углу Меркурий, прорисован точнее, ну, а в другом обозначены знаки. Но это может быть кто угодно, тот человек, ведь маг – это великий практик. Возможно, это вам сейчас придется стать великим практиком и много работы. Какая-то у вас есть явно задумка, но вы могли точно так же столкнуться. Все-таки у нас персональная, как будто идет императрица и идет персональная карта. Скорее всего, взаимосвязь с каким-то конкретным человеком, которая так вот если смотреть первый триплет, да, у нас всего 6 карт,
то тогда это что-то стабильно, понятно, это семья, планы, да, это, может быть, далекие планы. А вот второй триплет – это какие-то неожиданности, это бездействие и сложный выбор. Так вот, у кого-то такие качелеобразные отношения, либо какая-то была история, которая вроде начиналась вот так стабильно, хорошо, понятно, а потом в какой-то момент X случился, и возникли и сомнения, возникли и какие-то паузы, отношения на паузе. Я ведь этого тоже не исключаю. И человек тот, который, да, вроде бы он ресурсный. Или вы точно знаете, есть ресурсы разного рода в его руках. Но человек еще не определился. Или какое-то предложение, когда вы точно, вы понимаете больше усталости от этого человека или от того, что он говорит. Может быть, даже для кого-то из вас остались добрые воспоминания. Или когда, если эта история связана с детьми, ребенок, может быть, даже взрослый, опять же, делает какой-то важный выбор, но у вас, как ваша сущность, да, ваша внутренняя часть вас самих противится, потому что вы с чем-то не согласны. Непонятно, благо это для него или вред. Вот что-то такое. А есть все-таки, тем не менее, тот момент, когда вы понимаете, что, скорее всего, какой-то путь надо пройти, потому что вот с этой иллюзорностью по-другому не разберешься. Тут нужно действовать как будто самому. Что еще? Кто-то из вас себе поставил определенный регламент или как какие-то границы. Ого, карта Солнца. У меня сейчас нет других вариантов, поэтому хорошо я рассмотрю и этот вариант. И, возможно, именно поэтому вы открыли это видео. Может быть, вы имеете какую-то задумку свою, да, Паш? Иногда это элемент новизны и как, может быть, новое творчество, новая работа, новая сфера деятельности. И тогда тоже будьте готовы к тому, что, в принципе, ну так 50 на 50. Есть то, что вас радует, или то, что имеет все-таки хоть какую-то, но железную перспективу. И началось так по-доброму, и все-таки выпадает карта Солнца. Значит, либо хочется об этом думать, либо хочется провзаимодействовать с кем-то, либо нет других вариантов, вот, кстати, как вынужденное положение. И поэтому вы готовы рассмотреть, но и в то же время, в любой момент, как отсечь, отказаться, избавиться от этой помехи. Но пока, наверное, сведем это, да, к какому-то знаменателю. Вы обдумываете какой-то вопрос и себе спрашиваете или задаете этот вопрос. А почему бы и нет? Как будто выбор сейчас, по крайней мере, невелик. Вот может быть вот эта двойка мечей, да, как будто или направо, или налево. А вы говорите, мне нужен какой-то третий вариант. И не направо или налево, а может быть я прямо пойду. Или я тут вообще как будто взлетать буду, да, ну будем говорить. Как будто подняться нужно в воздух над этой суетой и рассмотреть вообще всю палитру возможностей, событий и какие же дороги передо мной в принципе могут открыться. Ну вот такая у нас сигнификация, краткая. Не хочется затягивать наше видео. Мы приступим сразу, кому это подходит. Потому что, да, тут две персоны, это есть точно. Либо это вы, другой человек, либо это вы и ребенок, либо пусть это контактные лица, либо если даже финансовая история, значит она все равно связана. Либо по королю Пентаклей это какие-то, могут быть, кстати, чиновники, банкиры, например, да, или люди, которые, может быть, налоговая какая-то, к примеру, ну, самое разное, как бы, может быть, направление, но так или иначе, как будто какой-то важный разговор вы тогда можете планировать. И одним словом, будем узнавать, что же тут прояснится. У каждого что-то свое, а у кого-то все вместе, в одну кучу. Может быть, все перемешалось, и вообще разобраться не могу. И вы надеетесь, послушаю расклад, и как-то я тут для себя какие-то новые, может быть, мысли или методы действия и увижу. Или продумаю, да. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла. И, конечно, наш расклад подойдет как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Неважно, какой возраст. Просто мужчины перекладывайте на себя. Итак, что же прояснится в вашей жизни совсем скоро? Аркан Отшельник, философ и мудрец.
Поэтому да, тут что-то у вас прояснится, причем проясните вы сами. Прояснится какая-то тема, как минимум, что вы поймете, вам сейчас никто не мешает. Может быть, вы задумаетесь совершить какую-то поездку и как распытать, больше информации добыть по какому-то вопросу. И это будет как раз и связано, как и с личной жизнью, либо с вашим благополучием. Что прояснится? По части денег, кстати, тут будет что-то прояснено. Может быть, пройдет совсем недолгое время, и вы, либо через собственные где-то планы и одновременно расчеты сложите себе какой-то план действий. И вполне вероятно, потом этот план вы разделите как на части и будете вот так вот, может быть, философски, как будто проверять на бумаге, что-то просчитывать. Вот точно просчитывать вы что-то будете. Пусть это будет математически у кого-то просчет, а у кого-то это будет конфигурация в отношениях. Так что уже прояснится. Есть смысл чем-то заниматься, есть смысл на что-то соглашаться. Вы, правда, добудете какую-то информацию. Более того, какая-то ваша информация, которая вам необходима, она как будто идет навстречу вам. Поэтому тут будет такой момент, что прояснится. Вполне вероятно, вы скоро получите либо, смотрите, кто-то может получить, к примеру, если вы через работу хотите решить ваш вопрос, то здесь и вам нужно найти дополнительную, может быть, работу. Туз Пентаклей, и есть такая возможность. И если вам нужно подписать какой-то документ, значит, вы можете найти ту информацию, которая вам четко, как расставит все по местам. Может быть, вы получите какую-то бумагу. Но я не исключаю еще такой момент, что кто-то из вас может получить, вот как выплаты какие-то, или как какой-то бонус. У кого-то, что это, как премия, наверное, да, какое-то поощрение на работе, неожиданная сумма денег, все-таки туз Пентаклей. А для кого-то это будут, пусть даже от государства, да, когда пересмотрены там, допустим, стипендии пересматриваются, или какие-то пособия, может быть, и пенсии пересматриваются. Что прояснится? А ведь и правда по десятке мечей у вас совсем скоро прояснится. То есть у вас не будет как прежде. И что-то по части либо через бумагу, либо через деньги. Эта ситуация, вот то, что вы сейчас думаете, она, с одной стороны, стремится в какой-то части, в какой-то доле или проценте. Она стремится сама как бы уже к развязке. Поэтому у вас на кону стоит какой-то очень важный выбор. И, может быть, поэтому аркан, отшельник, нам и говорит, тут, скорее всего, действовать придется вам самим. Может быть, по королеве мечей, это когда вы даже не хотите кому-то обращаться, кстати, за помощью. Вы хотите сами разобраться в этой теме. Какой-то очень сложный выбор. Кто-то из вас, я скажу, боится попасть в зависимость кому-то. Это факт. Вы не хотите даже, можете так думать, если я обращусь к этому человеку, он мне поможет. Но потом я как будто буду между двух огней. Или словно я все свои задумки буду вынуждена отбросить назад, или вынужден, потому что, я опять же окажусь в какой-то, или могу оказаться в ситуации, когда выбор сам по себе будет продолжен, или какая-то история будет продолжена и будет все равно напоминать какое-то топтание на месте и словно дежавю. И у кого-то через отношения, а у кого-то это может быть финансовый вопрос. Что же еще у вас прояснится? Выпадает как раз паж Пентаклей. Поэтому здесь вы проясняете, или я бы даже сказала, состоится у вас какой-то важный разговор с человеком, который правды вам все не говорит. Правды он не говорит не потому, что он нарочито скрывает. Скорее всего, я допускаю такое. И вы, кстати, можете тоже где-то допускать, что человеку конкретному на 100% доверять нельзя. Он как будто в любой момент может взять и изменить мнение. Как будто взял и свернул, да, вроде шли вместе, а тут вот раз, и я уже один или одна. Вот очень интересно. Тут может быть контакт с таким человеком, который, вы ему интересны, это несомненно. Тут даже, знаете как, вас могут, будьте к этому готовы, где-то подкупать.
тем, что либо заманчиво звучит, либо это где-то проигрывается, совпадает с вашими планами. Но вот нам карта говорит, вообще-то ты, что прояснится. У тебя скоро совсем прояснится ситуация, правда, либо по деньгам, либо по занятости, по работе, или это как-то связано с тем, что вы сейчас вот делаете, или вот то, о чем вы, может быть, думаете. Вам как будто будут открыты, правда, какой-то новый совершенно путь, который для кого-то из вас будет означать решение финансового вопроса. И если вы задавали, прояснится ли вопрос по части финансов, да, прояснится. У вас выпадает 2 десятки. И причем с учетом туза Пентаклей я сказала. Здесь, знаете, ну все зависит, наверное, сама концепция вопроса, у каждого по-разному. Ну и, наверное, суммы. Все же пентаклевые карты присутствуют, и их немало. Причем одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу — 8 пентаклей, десятка, да и опять же это туз. Все говорит о том, что вы сейчас очень ресурсны. Может быть, пока вот в данный период времени вы не знаете, как подступиться к этому вопросу. Или вы пока не знаете наверняка вот какой-то ваш проект, что из этого получится. Но карта говорит о том, что да, тебе было бы и неплохо рассмотреть какие-то альтернативные дополнительные варианты. И я бы сказала, даже продумать альтернативные варианты, если первый план по какой-то причине не пошел. Ну, как будто рассмотреть что-то другое. Или, если вы оказываетесь в какой-то ситуации, у нас выпадает король мечей, как вы будете действовать? Возможно, это для кого-то из вас, я не исключаю, кстати, все же не исключаю, что здесь может быть какое-то взаимодействие с человеком, и отчасти здесь может быть предложенная помощь или конкретное участие человека для того, чтобы все же как помощь решить вам, помочь решить какую-то ситуацию. Потому что этот человек, скорее всего, ресурсный. Очень часто король мечей как карта эксперта. Поэтому у кого-то из вас это может совпадать с тем, что вы буквально отправляетесь в какие-то учреждения. Узнать для того, чтобы какие у вас методы, какие у вас, может быть, варианты или каким образом работает в отношении вас закон. Вы тут что-то будете сами прояснять. Но, видимо, что прояснится в целом, у кого-то это может быть связано буквально с человеком, правда, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или это асцендент человек имеет. У нас выпадает, тем не менее, пара, и как раз у нас тут рядом, возле королевы мечей, у нас находится десятка кубков, а возле короля мечей у нас тут десятка пентаклей. А ведь знаете, мои дорогие, у кого-то из вас может быть просто банальный возврат отношений. И тогда будете шаг за шагом что-то прояснять. Как будто, может быть, вам предложено. Вот, по крайней мере, я не исключаю. Личная жизнь как-то увязана с финансами, еще раз повторяюсь. Но здесь с какого-то нового захода или с нового подхода тонкого. 4 кубков будет говорить, и выпадала ведь нам уже эта карта. Где-то отчасти это как нежелание что-то продолжать, причем с вашей стороны. О недоверии. Опять же, может свидетельствовать о том, что сложилась какая-то прежняя история, которая все поставила на паузу. А для кого-то из вас это даже может быть, вот что прояснится, мы спрашиваем, да? Когда, да, вы сами бы и хотели что-то прояснить, но больше, наверное, хочет какая-то другая персона. У вас может совпадать, мои дорогие, два вопроса, которые включают, опять же, в себя на личном именно уровне какой-то чувственный вопрос и одновременно денежный вопрос. И если мы говорим о чувственной стороне, все-таки присутствует эмоциональное выгорание. Может быть, это даже с вашей стороны. И я вполне могу допустить, что прояснится. Какой-то человек очень хорошо чувствует вас в том плане, что вы как остыли. У вас отгорело какое-то желание с ним общаться. Вот что будет проясняться. Вы будете видеть, вам это добавляет силы, потому что вы как поменялись местами. Вы будете смотреть на то, что происходит, или то, что вам говорят, заявляют, предлагают.
или то, что звучит в разговоре, а разговор явно тут какой-то контакт явно состоится. Вы будете смотреть на это отстраненно, ну, как бы не пропуская через свою душу. Уже королева мечей нам говорит о том, что тут не имеет, в принципе, значения, какого вы знака зодиака. Это ваша настроенность. Не попасть в какую-то дурацкую ситуацию или не создать для себя искусственно какой-то, ну, ляпсус. Потому что уже тут наоборот, тут нужно закрыть, как завершить какую-то историю, может быть, даже по части документов, денег, или разобраться с каким-то вопросом, чтобы меньше было путаницы в жизни. Тогда я могу предположить, что вот как раз человек, понимая вот ваше, может быть, эмоциональное состояние, ну, с каким-то тонким подходом будет действовать в отношении вас. Вот правда, маг, что ты тут скажешь? В конечном итоге, что же у вас прояснится? Потому что я не вижу, что тут проясняется. Если проясняется, это только финансовый вопрос. Вот здесь, как будто, как я уже говорила, могут быть и дополнительные какие-то бонусы, либо увеличение там пособия, каких-то выплат, или это может быть и от вас где-то зависит, может быть, но все равно есть как прибыль, да, или вариант найти работу, или вариант найти решение. Что же прояснится? Как будто правда карта говорит, праздника в вашей жизни будет больше, будет что-то приятное. С учетом королевы жезлов, вам, знаете, нужно хранить молчание, мои дорогие. Вам тут поступят, возможно, скоро деньги. Вот если денежная ситуация. И более того, вы можете оказаться в группе людей. Может быть, это где-то будут даже ваши близкие, которые, ну, они могут и переживать за вас, но им будет и любопытно тоже узнать, что же происходит в вашей жизни. И тогда по королеве жезлов мы все-таки храним молчание. Что прояснится? Вот если есть какая-то сложная тема, вы ее закроете. Как будто все вам помогает решить навсегда какой-то зависший вопрос. Но больше, с учетом девятки кубков, все-таки это карта финансового успеха, финансового благополучия. Поэтому я могу сказать, кто задумал именно на деньги, что прояснится. Эта тема, ну, может быть, в ближайшее время, у кого-то и в ближайшие дни. Тут действительно, или сами вы находите информацию, либо, знаете, как лед тронулся. Может быть, это для кого-то из вас будет означать, это вы найдете работу. Или дополнительный, может быть, источник дохода. Но деньги как будто приходят. И вот благодаря как раз финансовым поступлениям, которые вас будут радовать, но почему-то о них нужно молчать. Вам первым делом нужно закрыть какой-то гештальт или завершить какую-то зависимую историю. Ну, в общем-то, две карты говорят, что завершается то, что тебя долгое время держало в заперти, заставляло то и дело оборачиваться назад или словно создавало тебе это эмоциональное выгорание. Но это только первая часть. А сейчас мы с вами рассмотрим, какие дороги откроются перед вами. Поэтому тут как и контакты будут возобновлены, но так и я все-таки вижу, вы сумеете решить, даже если эта тема ваша очень сложная или напоминает как узел противоречий. Значит, таким или иным образом от ваших действий, от ваших принятых правильных решений, ну и, безусловно, вашего интеллекта. Все-таки две мечевые карты выпали, и это всегда обозначение интеллекта. Значит, вы сумеете какую-то сложную, может быть, многоходовочку пройти, чтобы какой-то основополагающий вопрос все-таки решить. И вот теперь, если мы говорим, какие дороги перед вами будут открыты, давайте достанем 4 карты. Изобразим визуальный перекресток, что нам хотят подсказать. А перед тобой сейчас откроются, как далекие пути, новые возможности, новые горизонты. Карта звезда. Сияйте, как звезда. Для кого-то из вас будет очень важно позаботиться о собственном имидже, мои дорогие, правда. Может быть, о внешнем виде. А внешний вид – это у нас всегда здоровье. Но это правда.
Может быть, и карта ведь не говорит, что болеет, но мы болеем. Но, значит, уделить внимание самому себе или самой себе. Может быть, нам сейчас такие дороги покажут карты, которые, ну, где-то то впечатление, которое мы производим на людей, а оно самое запоминающееся, оно должно быть не как всегда, а каким-то другим. Итак, какие дороги откроются перед вами? Первая дорога, вторая дорога, третий путь и четвертый путь. Давайте смотрим, какие дороги откроются перед вами. Шикарные дороги. Карта собака нам свидетельствует о дружбе. О той дружбе, которая не навязывается, о той дружбе, которая происходит на основе того, что люди чувствуют друг друга, на основе преданности. Нам показана милая собачка, которая, посмотрите, как будто поводок снят. Нет ошейника. Хотя я точно так же могу предположить очень такой вибрирующий момент. Как будто сама собачка держит этот поводок в зубах. И тут можно так рассматривать двояко. С одной стороны, это уже нет каких-то догм, обязательств или нет какого-то напряжения, которое часто бывает, когда мы себе говорим «я должен». Но, может быть, это построение отношений, когда вам какой-то человек будет готов оказывать содействие, или те отношения, которые строились на долгой дружбе, и, может быть, со стороны другого человека не было участия, а вот теперь как будто оно предполагается. Очень интересно. Давайте мы с вами достанем дополнительные карты. Что это для вас за конфигурация? То есть дорога, которая будет связана через надежного человека. Возможно, это какая-то важная встреча. Давайте узнаем, что это за путь. Карта будет говорить, что да, то для тебя как минимум один человек, который может тебя, ну, как вдохновить каким-то дельным советом. Или тот, который тебе может прийти на помощь. Для тебя будет важен. Вполне вероятно, по королеве жезлов выпадала у нас уже эта карта. Это тот человек, точно, которого вы знаете. Или вот шла сигнификация, да? И как раз король кубков может свидетельствовать о наших близких. Или это может свидетельствовать о человеке, может быть и напрямую, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, но может быть и родственником. Здесь тот человек, который, тем не менее, вам пытается передать какие-то добрые эмоции. Что это еще? Собака. Что вам ждать от этой персоны? От этой персоны с нулевым арканом. Кстати, не все так однозначно. Может быть и правда. Человек имеет свои планы, мои дорогие. Человек пытается решить вопрос, задачу, причем две задачи. Может быть, и у него сейчас какой-то финансовый вопрос, который он пытается преодолеть. С другой стороны, может быть и другая тема, когда человеку нужно договориться. И я не могу сказать, что конкретно с вами договориться, потому что по бокам старшие арканы. Тут может быть тот человек, который в данный период времени пытается решить именно свои какие-то проблемы. Но, может быть, совсем скоро, как будто вы услышите от него важное решение, либо предложение с вами встретиться, смотря кем будет являться эта персона, либо это может быть решение конкретного даже родственника встречи или какого-то человека, когда тоже вот перемещение, переезд, все-таки аркан колесница, когда вам именно нужно, ну, встретиться, может быть, что-то обсудить или встретиться в определенной местности, увидеть что-то своими глазами или вместе куда-то поехать. С чем это связано? А это будет связано, скорее всего, вот с тем, что у вас скоро будет проясняться. Или вам что-то такое предложат. Вот смотрите, точно. Вы совсем скоро проясните какой-то вопрос и даже решите этот вопрос. Но следом вам как придет
известие или предложение от какого-то человека, причем к вам относится искренне. Но почему-то, мои дорогие, будьте внимательны. Здесь может быть толковое взаимодействие, но все же последний триплет, который выпал, он говорит, скорее всего, о том, что вам придется принимать решение, которое отчасти зависит, может быть, даже где-то с какой-то ситуации, которая перемежается с финансами, так и хочется сказать. Потому что все же карта повешенная выпадала только что в нашем вопросе, и там было очень много пентаклевых карт. Как будто мир ответственности, может быть, и человека, и ваша, она будет переоценена еще раз заново. Вполне вероятно, у кого-то это будет сложиться или складываться такая ситуация, что вам придется с этим человеком заключить какой-то контракт, договор. Ну или, может быть, какую-то доверенность. Или у кого-то ведь, правда, могут быть ситуации, которые касаются родственников. У кого-то это может быть даже связано с наследством. Кстати, я такого тоже не исключаю. Какая-то, может быть, даже крупная сумма денег. Или вашего участия. Может быть, ваших каких-то договоренностей. Но поверьте, дорога как будто она открыта, да? Но вам нельзя попасть, потому что есть четко человек. Возможно, вы его любите. Возможно, даже это искреннее отношение. Но тогда просто будьте готовы. Могут что-то предложить такое, что вы уже были в этой ситуации. И нам говорят, не повтори какую-то, может быть, даже словно ошибку. Не соскользни на какие-то уговоры, потому что словно ты можешь себя отбросить назад. Или оказаться заново в какой-то сложной финансовой истории. Ну, вот так вот неоднозначно. Дороги вроде бы и открываются. Более того, колесница, ну, я бы сказала, что тут может быть и две персоны. Одно дело, это вы уже как будто задумали, да? А тут приходит другой человек. И вполне вероятно, это тот, который, ну, как ваш родственник. Или тот человек, которого вы любите. И он тоже может вас отговаривать, куда-то ехать. Или отговаривать в чем-то участвовать. Или принимать чье-то предложение, мои дорогие. Вот я этого не исключаю. Ладно, соберем эти карты. Необычно, да, то, что вот первая карта показала, это еще не говорит о том, что так оно и есть на самом деле. Но, тем не менее, закрытого пути нет ни общению, ни какому-то очень важному, фундаментальному решению, которое касается взаимоотношений и, может быть, оформления финансовых или юридических документов. Тут выбор, мои дорогие, правда? Второй, какой путь? Как будто из второго пути у нас складывается такая конфигурация, что еще два. Как будто вы будете стоять перед выбором. Вот давайте достанем две карты. Между чем и чем или между кем и кем, может быть и так, состоит этот выбор. По аркану медведь – это аркан силы. И здесь, вы знаете, будет, скорее всего, выбор, рискнуть или не рискнуть. Вы будете ощущать себя, что да, я ресурсен или ресурсна. А с другой стороны, непонятно, насколько же моих ресурсов хватит. Или какие неожиданности меня будут ждать дальше. Для кого-то из вас не захочется с собой рисковать, потому что вот где-то, может быть, перекликается даже с первой позицией. Потому что, опять же, аркан письмо. Или пусть мы будем говорить, что это документ. Подписал документ и сразу же попал в какую-то зависимость. А вы как будто топчетесь на месте, ну, в какой-то период вашей жизни и не можете понять, да, дороги открыты. Здесь нет чего-то такого, что вы не можете совершить. У вас сильная позиция. Но будет нужно или нужен правильный выбор. Потому что здесь я все же вижу ваше согласие. Ваше согласие или на какой-то удобоваримый вариант, или на тот вариант, который скорее для вас более перспективный. Что означает открытый путь? Этот открытый путь. Аркан Отшельник. Что означает? Карта Мудреца и четверка мечей. Приготовьтесь к тому, что у вас это как проверка на прочность.
мои дорогие, вам куда-то не надо идти. Вам на что-то не нужно соглашаться. Вот посмотрите, это знаете, как развилка судьбы, когда вроде открыты два пути, да? Но вот один такой неоднозначный, а второй, он вроде бы целиком и полностью устроится на ваших ресурсах. И вам это может быть даже интересно. Но тут ни в коем случае нельзя собой рисковать. Здесь нельзя рисковать какими-то собственными планами. Здесь себя как будто нельзя отбросить назад на какое-то количество времени. Потому что два старших аркана говорят, что у тебя как своя миссия. Ты должен какой-то свой план осуществить. А тут вы уже пошли по своим планам. А я так представляю, что эти планы будут пытаться, как сбить вас с каких-то настроек. Может быть, своими предложениями. Или, может быть, это просто так у кого-то складываются обстоятельства, когда вы вдруг можете передумать осуществить именно что-то первоначальное, потому что именно теперь что-то соблазнительное такое. Но карты говорят, так ты ведь крепко подумай, стоит ли тебе в этом участвовать. Вот подумать, видимо, придется, потому что по этой карте для начала мы приводим мысли в порядок. И дальше у нас идет аркан Отшельник. Это карта независимого человека. Вот для вас быть независимым человеком, поэтому какие-то обязательства, мои дорогие, подписывая документы, будьте внимательны, потому что тут как проверка на прочность может быть. И для кого-то это будет сложный вопрос. Сложный он будет в том, что договариваться или даже кому-то говорить нет, вам, скорее всего, придется, но делать это очень элегантно. Потому что, нельзя как будто повторить то, что прежде вас, может быть, отбрасывало назад. Есть то, что, не может быть продолжено, мои дорогие. Есть то, что должно быть как вами аннулировано, как именно, своего рода мусор. Может быть, как и мысленный мусор, да, хотя, казалось бы, здесь ведь могут быть какие-то такие предложения, которые более чем заманчивые. Но я тут больше вижу, что все же вам ничто не должно мешать. Неоднозначно, это правда. Вот две дороги, такие, которые больше напоминают проверку. Неожиданный расклад, это правда. Ладно, давайте мы с вами узнаем, какие дороги откроются перед вами. Третий путь. Любовь. Дружба, мои дорогие. Тут, скорее всего, что-то, которое касается деловой сферы, документальной сферы, юридической сферы или через взаимодействие с людьми. Но это не совсем чувственное, да? То есть тут есть чей-то интерес, может быть, и ваш в том числе есть. Но вот нам здесь уже показывают более конкретно, как будто это, знаете, как 4 дороги или та развилка, чем вам заниматься, может быть, в ближайшее время. Или какие могут сложиться перипетии по разным направлениям, сферам жизни. Но что нам тогда карты скажут? По части ведь карта сердца, карта любви, 2 лебедя. Так что же тут открывается? Смотрите, рыцарь мечей. Вам кто-то принесет новость буквально. Причем та новость, которая может поначалу выглядеть, так не очень приятно с учетом рыцаря мечей. А для вас это будет точно какая-то возможность. Вот тут, мои дорогие, будьте внимательны. Вам с кем-то придется действительно договариваться. Или, может быть, это даже касается любовной именно сферы. Все-таки здесь не совсем про родственников, а именно, может быть, это будет связано с внезапным знакомством. Я такое не исключаю. С какой-то важной встречей. Причем эта встреча может произойти в дороге. Или эта встреча может произойти в той обстановке, когда вы даже не предполагаете знакомиться. Кто-то из вас может сам отправиться в какие-либо инстанции, выяснять свои вопросы. И тем не менее, тут я как допускаю, что вы сможете решить какую-то свою злободневную тему, но я точно так же могу предположить, что у вас получится осуществить какой-то ваш проект и, может быть, даже где-то отчасти благодаря предложению конкретного человека. Но вот не замечтаться нас приглашает опять же карта, а тем не менее туз пентаклей и карта мир как будто говорит для вас, как открываются пути дорожки.
Явно будет какая-то персона, которая или она уже есть в вашей жизни. Значит, так дальше будут строиться отношения. Это разные. Вот мы смотрели, тут же были уже, ну, скажем так, карты, которые свидетельствовали именно о каких-то персонах. Но здесь все-таки больше любовного характера или чувственного, как я сказала, характера. Здесь может быть важная планируемая встреча или поездка, или в вашей семье может быть даже такой переезд, когда приходит информация, и вы всерьез задумаетесь об этом. По крайней мере, путь в сторону личной жизни у вас не закрыт. И для кого-то из вас это может быть тот человек, который принадлежит другому менталитету, с которым вам придется еще, ну, как-то договариваться. Все же рыцарь мечей, мы можем друг друга не вполне правильно понимать, потому что, ну, разные культуры, я такое допускаю. Или когда разница, у кого-то разница может быть в возрасте, и есть какая-то и дистанция еще, но тем не менее путь-то ведь открыт. Давайте откроем следующую карту, какая дорога, какой путь перед вами открывается. А вот карта порядка еще раз нам говорит, хочется порядка, потому что метла нам уже выпадала, 4 мечей, именно вот по этой ситуации. С чем это связано? Как будто вымети ссор из избы, буквально мусор какой-то, избавься. Или, может быть, это будет связано с тем, что сбивчивую информацию, которую скоро вы получите, она такая неоднозначная. А я бы сказала нет. Вот тут точно нет. Тут не открывается. Для того, чтобы состоялся какой-то союз, вам действительно придется на что-то решиться, и это решение будет касаться, что вы от чего-то откажетесь. Это тоже своего рода как испытание по судьбе. И вот развилка судьбы, не случайная карта крест, это всегда как карма. Вы идете к какому-то союзу, но я не могу сказать, что это просто. Я не могу сказать, что это как-то, знаете, все само собой разумеющееся, но тут есть какие-то моменты, которые вам будут даваться не так просто. Что же это? У кого-то будет ситуация, когда, может быть, это будет связано с тем, что вам придется даже принять точку зрения или рассмотреть точку зрения какого-то человека, именно потому, что есть ваш интерес. Ключ в ваших руках, но как будто от вас зависит. Да, клетка у нас есть. Откроете вы эту клетку или закроете. Сейчас дверца открыта. Но когда вы возьмете в руку этот ключ, в какую сторону вы его повернете? Это зависит от вас. Но ведь и правда, тут, скорее всего, на кону не просто какое-то знакомство или контакт. И я могу допустить у кого-то даже примирение, мои дорогие. Мы все разные. И вот эта роза, это у нас Ленорман Чиро Маркетти. Роза – это всегда любовь. Это, ну, какая-то искренний посыл или искреннее желание кого-то, возможно. И вот как вы поступите? Либо вы это замкнете и скажете: нет, я уже там сыта или сыт по горло, и не хочу я уже еще раз тут заново что-то обдумывать. А все же 2 карты, которые говорят о возможном продолжении. Причем будьте готовы, что сама судьба может создать встречу с тем человеком, которого вы когда-то хорошо знали, но не очень как-то красиво завершилась ситуация. Тем не менее, дорога будет открыта через какое-то время, для того, чтобы вы как минимум провели какой-то важный диалог, поговорили откровенно. Ну и для вас это будет сопряжено с каким-то решением. Неоднозначный расклад. Буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие. Ну, видимо, есть что-то такое, что вот хочется сказать по первым и второй позиции. Для многих из вас сейчас что-то будет решаться на чувственном уровне. Хотя на кону могут стоять и финансы, да? Но финансы, мы говорили, тут они как раз и проясняются. И, может быть, тема номер раз – дела сердечные, дела личной жизни.
И здесь у вас развилка судьбы в том и совпадает, что ваши пути будут пересекаться с путями какого-то человека. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.